Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И сегодня у нас обзор мотоцикла BMW S1000 XR. По стечению обстоятельств это мой собственный мотоцикл, и сегодня я хочу поделиться своими собственными впечатлениями от езды на нем. А вы пока поставьте видео на паузу, заварите печеньки, налейте чай, поставьте лайк этому видео и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы узнавать о новых интересных видео первыми. Очень многие мои подписчики, клиенты и просто знакомые крайне удивлены, что я купил себе S1000 XR. Потому что, кто не знает, последние 4 сезона я проездил на К1600 GTL. У меня было 2 гантели, это мой любимый мотоцикл, я прямо нашел его для себя, и можно так сказать, что он живет в моем сердце. Именно с ним я полюбил путешествия, а тут вдруг я купил себе приподнятый спорт. Почему? Как вы считаете? Нажмите вот прямо сейчас паузу и напишите комментарий. Я уж не знаю, что на меня повлияло так сильно, развод или зимовка в другой стране, но мне захотелось попробовать что-то новое, другое, совсем другое. А на XR я поглядывал последние пару лет, краешком глаза. Все-таки это интересный мотоцикл. Он интересен некой своей универсальностью. Ну и все-таки я недостаточно стар еще, чтобы ездить всю жизнь только на одном мотоцикле. И вот наступает сезон 2023 года. Мотоцикла нет, а кататься очень хочется. Я начинаю изучать рынок GTL, но он какой-то совсем неадекватный. Или цена совсем конь. А я пока морально не готов больше 2 миллионов потратить на мотоцикл на сегодняшний день. Или пробеги не очень. Последний мотоцикл у меня был, начиная с 284 километров до 38 тысяч. Больше 20 пробега даже рассматривать не хочется, а лучше до 10. Ведь я механик, в сезон весь в работе, и чинить мотоцикл для себя мне совершенно некогда. И тут внезапно я вспомнил свою мысль, которая давно жила, что, может быть, стоит попробовать XR. И я просто полез посмотреть объявление. Я даже не собирался его покупать, но тут вдруг я увидел его. 2018 год, пробег 3300 километров, один владелец, да еще и находится недалеко. Я подумал, блин, надо съездить посмотреть. Пока не приехал, были сомнения, что он мне нужен. Цена была довольно приличная, но, блин, это новый мотоцикл, хоть и дорестайловый. А новый мотоцикл – это интересно. Хочется ездить на новых мотоциклах, чего я вам советую. Итак, у меня были некоторые сомнения, нужен ли мне этот мотоцикл, ровно до того момента, пока я не увидел его вживую. Но когда увидел, посмотрел на мотоцикл, на владельца, пробил его по всем имеющимся возможным базам, увидел, что на нем нет ни ДТП, никаких непонятных там записей в ПТС лишних и так далее. То есть мотоцикл абсолютно чистый, прозрачный, и человек действительно за 5 лет проехал на нем только 3000 километров. Я не колебался ни секунды, я просто понял, что он мне нужен, я беру. Я хотел забрать его прямо в тот же вечер, но владелец перенес на завтра. И поскольку я пересел на него с GTL, я и сравнивать его буду с GTL. Хотя многие сейчас напишут, что это не совсем корректно, и это совершенно разные классы. И они будут абсолютно правы. Но думаю, что многим будет интересно это мнение, потому что у меня есть клиенты, которые после GTL хотят попробовать XR. Итак, я забрал его. Абсолютно без опыта езды на нем, даже не прокатившись перед тем, как купить. Я не ездил на нем ранее ни разу. Понимал, что мне он может не зайти, но я прекрасно знаю, что для того, чтобы понять мотоцикл, нужно покататься на нем хотя бы пару недель. Ну, в конце концов, не понравится – продам. И вы знаете, я вкатался. Знаете, что это за мотоцикл? Это что-то среднее между S1000RR и гусем. Потому что посадка у него от гусиной реально не отличается. Но в нем отсутствуют те минусы гуся, которые я в нем считаю минусами.
Правда, присутствует один минус, который есть у Гуся, который они не устранили. Это безумно широкий руль. Но это легко устраняется заменой. Руль на него делает Wunderlicht, насколько я знаю. Возможно, есть еще какие-то аналоги. В общем, это не проблема. Кто-то даже подпиливает родной. Именно по этой причине, поскольку руль я пока менять не стал, я езжу на нем с боковыми кофрами, потому что с родным широченным рулем не вижу никакого смысла их отцеплять. И для себя я вижу в нем 3 главных минуса. Первый – это довольно большая высота по седлу. С моим ростом 175 мне реально тяжело, я не достаю нормально ногами до земли. Если у вас есть какое-то количество опыта, то проблемой это не будет. Но в общем и целом это некоторое неудобство, особенно в каких-нибудь горах, если реально путешествовать. Второй минус я считаю более серьезным, потому что к нему сложнее привыкнуть. Это обороты. Если ехать на нем 140 км в час, то у вас на тахометре будет около 6 или даже чуть более 6000 оборотов. Естественно, это вибрация на руле и соответствующий расход топлива. Здесь нету того комфорта, который дает гантеля, потому что на гантеле на 140 обороты примерно 3800, и у тебя нет абсолютно никаких вибраций. Ты на 140 можешь просто расслабиться. Здесь все-таки ты в каком-то напряге. Проехал бы я 1000 километров в день на нем? Да, если надо, проехал бы. Но на гантеле у меня бы еще остались силы километров на 500. Или сходить в душ, а потом идти тусить и гулять куда-то вечером. Здесь нет, я бы лег спать. Третий минус совершенно очевидный для всех, но я как-то даже не ожидал его здесь встретить. Это цепь, которую надо постоянно смазывать, мыть, подтягивать, следить за ней. Да, у меня лет 10 не было ни одного мотоцикла, на котором стояла цепь со звездами. Я ездил либо на кардане, либо на скутерах с ремнем. Ну, это уже данность, которая, в частности, дает преимущество в виде меньшего веса. А весит он, кстати, мало. Если не ошибаюсь, 205 килограмм. А вот самый главный плюс и опция, без которой я себе вообще ни один мотоцикл больше не хочу. Это потрясающе работающий квикшифтер, двухсторонний. Это просто супер тема. Загорелся этой опцией я еще в прошлом году, покатавшись на паре клиентских GTL с квиком. В том числе и ремонтировать квик мне приходилось, естественно, и тестировать. Что такое квикшифтер? Если вы не знаете, это приспособление, которое позволяет переключать передачи без использования рычага сцепления. Рычаг сцепления нужен только для того, чтобы тронуться с места. А далее сцепление вообще не выжимается, и в момент переключения вы просто щелкаете лапку, датчик в тяге лапки КПП фиксирует ваше желание переключить передачу, и далее следует по необходимости пропуск вспышки одной или нескольких, возможно, в цилиндрах, для того, чтобы чуть-чуть изменить режим работы двигателя и чтобы дать вам возможность спокойно воткнуть передачу. Давайте пару слов о подвеске. Мотоцикл собранный, управляется просто офигенно. Поворот входит силой мысли. По настройкам, естественно, здесь есть режимы спорт, динамик, ну, какие-то режимы тут есть, короче. По настройкам подвески и мощности двигателя у нас здесь, в принципе, все, наверное, как на SRR. У нас здесь есть режимы подвески, то есть здесь регулируемая электронно-передняя вилка, система DDC так называемая, и электронно регулируемый задний амортизатор. Есть два режима подвески, Road и Sport. Я всегда езжу в спорте, ну, в большинстве случаев. Режима комфорт, как на гантеле, здесь нет. Видимо, настолько мягкая подвеска здесь не предусматривалась производителем. Также есть варианты ограничения мощности двигателя, Rain, Road и динамик. Я всегда езжу в динамик и считаю, что все эти ограничения мощности двигателя на таких мотоциклах абсолютно не нужны. Потому что ограничитель, он должен быть в голове. И если у вас он отсутствует, то лучше учиться ездить на
на чем-то попроще. Потому что покупать себе литровый спорт, не умея обращаться с его мощностью, ну, это не очень разумное решение. Зато мощность под ручкой в любой момент дарит уверенность, если вдруг она внезапно понадобилась. Если вам надо обогнать или совершить какой-то маневр при резко меняющейся дорожной ситуации. Тормозам у BMW никаких вопросов. Они просто прекрасны и все. Говорить про них даже не о чем. Они в этом плане большие молодцы, всегда уделяют тормозной системе достаточно много внимания. Хочу отдельно остановиться на том, что этот мотоцикл дилерский, а это значит, что новым он продавался задушенный до 107 лошадиных сил. Это такой лайфхак, который с одной стороны несколько уменьшает налог, а с другой стороны очень сильно уменьшает стоимость ввоза мотоцикла в страну. Производитель прибегал к такой хитрости, потому что дополнительным акцизом при ввозе облагаются все мотоциклы мощностью свыше 150 лошадиных сил, как новые, так и бэушные. Соответственно, мощность искусственно занижалась, а после первого ТО была доступна опция по раздушке до полноценной мощности. В данном случае, если не ошибаюсь, 167 лошадей. Если честно, я раньше думал, что дилер в рамках ТО проводит эту процедуру бесплатно, но оказалось нет. Старый владелец сказал, что ему ее предложили сделать за 9 с лишним тысяч рублей, и он решил отказаться, потому что мощности ему и так хватает за глаза. Ему просто это не нужно, поэтому он не стал за это переплачивать. Возможно, он и прав, кто знает. Ну, естественно, я этот мотоцикл сразу же раздушил, поскольку все необходимое оборудование у меня имеется. Причем не какой-нибудь китайский мотоскан, а оригинальный сканер BMW iCom. То есть я могу это сделать полностью по всем заводским канонам. Одной из проблем этого мотоцикла в российских реалиях, я считаю, расположение радиаторов. Здесь имеется как масляный радиатор, так и водяной. Мотор спортивный, достаточно горячий, и охлаждать его надо хорошо. Как вы можете видеть, у меня установлен брызговик на переднее крыло. Это первое, что я поставил, когда начал на нем ездить. Также у меня куплена дополнительная защита на радиаторы, и я ее обязательно установлю в ближайшее время. Абсолютно все, кто ездит на SXR-ах, SRR-ах и SR-ах в любую погоду, там в том числе в дождь, имеют забитые радиаторы, которые нужно постоянно мыть. Естественно, они могут страдать от любых летающих камней по дороге и так далее. Это довольно-таки нежный узел, которому нужно уделять особое внимание, потому что иначе перегрев, он губителен для этого мотора. Кстати, о моторе. Мотор все-таки спортивный, он безумно злой, он классно едет, но он требует к себе внимания. После 20 тысяч километров нужно обязательно регулировать клапана, и если этого не сделать, то тысячам к 30-40 начинаются проблемы с рокерами, распредвалами и так далее. Также с довольно большими пробегами возникают проблемы с корзиной сцепления. У этого двигателя до 2014 года была проблема с откручиванием шатунов, которую устранили в 2015. SXR-ов это не касается, потому что они все более свежие. Эта проблема больше на SRR-ах. Создавая этот мотоцикл, компания BMW гналась за универсальностью. И знаете что? У них получилось. Этот мотоцикл сочетает в себе малый вес, отличную управляемость, спортивный характер и прекрасную посадку. Скажу больше, у него прекрасная ветрозащита. Я и подумать не мог, что я смогу ездить с этим маленьким ветровичком. Но оказалось, что он вполне себе справляется со своими обязанностями. Что же дальше? Думаю, я еще покатаюсь какое-то время. Может быть, прокачусь на нем до Питера. Все-таки надо испытать его в маленьком дальничке. А дальше, скорее всего, я буду его продавать, потому что я хочу себе новый К1600 GTL. Так что, если кому-то интересен честный, классный SXR без ДТП и с маленьким пробегом, вы можете мне написать, и мы с вами этот вопрос обсудим. Вот такой вот он, BMW S1000XR, каким его вижу я. Надеюсь, вам понравился наш сегодняшний обзор. Не забудьте написать комментарий, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о наших будущих и самых интересных видео.
Также вы можете по той же ссылочке подписаться на Boosty. Там будет разный интересный контент, который не попал в общий доступ, такой как неудавшиеся дубли, бэкстейджи и так далее. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Всем пока!